Дорогие наши друзья, вас приветствует канал Паранормальных блогеров. Всем большой привет! Привет, друзья! И сегодня мы находимся на одном очень интересном и загадочном кладбище. С чем связана эта загадка, сейчас мы вам все расскажем. Устраивайтесь поудобнее и приятного вам всем просмотра. Так вот, почему же мы решили сюда прийти? Существует такой феномен загадочный, и которому нет никакого объяснения, пока еще никто не нашел, скажем так. И феномен этот называется «блуждающие могилы». Мы хотим сегодня посвятить этому выпуск. Мы слышали, здесь существуют такие слухи, вот хотим их проверить просто, что здесь, неподалеку от этого кладбища, есть та самая могила, которая переместилась на определенное расстояние. Кладбище, оно такое, достаточно загадочное. Мы на всякий случай, кстати, захватили с собой электромагнитник. Так, сейчас я достану. Указания пока по нолям. Но за этим я буду... 0,1, 0,2. Легкие возмущения есть. Да, конечно, здесь есть какие-то линии электропередач и прочее, но радиус у этого электромагнитника не настолько большой. Вот мы даже замеряли в квартире, там где-то 1,5 метра, не больше. То есть исключаем все вот эти вот силовые линии, вряд ли это воздействие их. Посмотрим, дальше пройдем. Друзья, как вы, наверное, уже заметили, находимся мы на заброшенном кладбище. Оно мало того, что не действующее, но еще и действительно заброшенное. Здесь очень много заброшенных могил. Вот посмотрите, вот такого примерно плана. В данный момент мы находимся не у себя в городе. Что это за место, говорить мы не будем. Во избежание там мародерства всякого, оккультных каких-то практик, потому как правило, такие люди любят посещать вот заброшенные в основном кладбища, где меньше народу, где меньше есть возможность столкнуться с кем-то, с людьми, я имею в виду. Друзья, хочу сразу сказать, пусть вас не смущает вот этот вот задний фон. Здесь за кладбищем недалеко находится то ли садик, то ли еще что-то. Там, по всей видимости, сейчас проводится какое-то мероприятие. Но это нам не помешает рассказать вам то, что происходит, точнее происходило на этом кладбище. Человек, который нас пригласил в этот поселок, рассказал нам такую историю. Старожилы этого места, точнее, этого поселка рассказывали очень интересную историю. Возможно, это вымысел, возможно, это просто какие-то слухи, но тем не менее разговоры такие ходили. Да и ходят по сей день. Вот конкретно на этом кладбище, где-то в этом вот районе, конечно, мы сейчас не найдем этого места, ничего здесь мы не увидим, но тем не менее
феномен, здесь происходил феномен блуждающих могил. Подтверждение этому, конечно же, мы с вами не найдем. Подтверждения этому нет. Но сам по себе феномен блуждающей могилы имеет место быть. Мы обязательно вам закадрово об этом расскажем. Но что я хочу сказать? И опровержения этому феномену нет. Но и, как сказать, доказательства достаточно было много. Там, кстати, какие-то люди ходят. Но действительно, этот феномен очень интересный, и хотелось бы его раскрыть более, так сказать, попробовать приблизиться к этой тайне и, возможно, разгадать ее вместе, дорогие наши подписчики. Вы знаете, друзья, не было бы это настолько интересно, если бы не одно «но». Здесь, не так далеко от этого кладбища, находится один лес. И вот в этом лесу, друзья, есть могила. Говорят, есть могила. Мы ее еще не видели. Мы действительно не знаем, где она находится. И нам потребуется помощь человека, который нас, собственно, и пригласил в это село, в этот поселок. И мы обязательно об этом снимем ролик, об этой могиле. Так вот, что я хочу сказать. Поговаривают, что вот та могила, которая находится в лесу, и есть блуждающий. И каким-то образом она перенеслась с этого кладбища в лес. Хотите верьте, хотите нет. Честно сказать, нам тоже верится с трудом, но слухи есть слухи. Разговоры есть разговоры. Как говорят, дыма без огня не бывает. Посмотрим, что мы сможем с вами узнать, разгадать, какую тайну. Я думаю, что с этого места нам нужно переместиться в лес. Для вас это будет несколько секунд, а для нас пара дней. Так как нам еще предстоит отснять этот материал и, конечно же, смонтировать и показать все вам, дорогие наши друзья. Думаю, что как раз-таки в лесу мы проведем свои эксперименты с Kinect-камерой, с сеансом ИГФ. Ну и, конечно же, я думаю, что пофотографируем, посмотрим там все. В общем, я думаю, друзья, ролик должен быть интересным. Так что, друзья, никуда не расходимся, садимся поудобнее. Сейчас будет самое интересное. Ну а пока мы не перенеслись в ночь, друзья, советуем вам подписаться на наш канал. Ну и, конечно же, встретимся с вами в комментариях. Ну что, друзья, поехали. Дорогие друзья, подписчики и гости нашего канала Паранормальных блогеров. Сегодня мы хотим вам поведать об одном загадочном и необъяснимом феномене и о нашем небольшом путешествии в одно странное место. О нем нам рассказал один человек, но, к сожалению, он захотел остаться инкогнито. Ну что ж, это его право. А мы, в свою очередь, хотим его поблагодарить за участие и предоставленную им информацию. Итак, к нам на почту пришло письмо. Один человек, назовем его Виктор,
рассказал нам о том, что произошло у них в деревне много лет назад. А также он пригласил нас посетить это место, так как история и правда достойна того, чтобы снять о ней интересный сюжет. Подумав, взвесив все «за» и «против», мы решили поехать на локацию. Спустя несколько часов езды мы оказались в той деревне. На условленном месте нас встретил Виктор со своей женой. Нужно заметить, что они оказались очень порядочной и скромной семейной парой лет 50. По всему было понятно, что выдумывать и выдавать небылицу за правду им просто незачем. То, что они нам рассказали, нас очень заинтриговало. Мой прадед, начал свою историю Виктор, был ни во что не верующим человеком, хоть рос в православной семье и даже был крещен в детстве. Но то ли жизнь так сложилась, что ни на кого кроме себя рассчитывать не приходилось, то ли работа такой отпечаток наложила. В общем, ни во что и ни в кого не верил. А работал он на кузнице. Да-да, мой прадед умелым и уважаемым кузнецом был. Мастер золотые руки. Любые заказы мог выполнить. В том числе ему и кресты заказывали на могилы. И вот однажды ему такой заказ и поступил. Попросили его выковать крест по собственному эскизу. Ну, такой, с завитушками. Выполнил прадед заказ. Крест шикарный получился. Проходит какое-то время, снова возвращается этот заказчик к нему и просит выковать еще один такой же крест. Говорит, мол, отцу я крест поставил, теперь матери точь-в-точь хочу такой же поставить. А прадед отвечает, это, конечно, можно, но эскиз куда-то делся, а без него точь-в-точь не получится. Может, у вас осталась копия эскиза? Заказчик говорит, нет, но можно сходить на кладбище и зарисовать с креста отца. На то мы порешили. Пошли они, значит, на кладбище. Подходят к ограде, а могила отца-то и нет. Одна лишь могилка матери. А той и след простыл, словно и не было, даже трава не потревожена. Прадед говорит, вы меня разыграть, что ли, решили? Но, увидев реакцию заказчика на все это, сразу понял, что тот и не думал его разыгрывать. Он просто был в шоке. Куда делась могила? Что произошло? А главное, как такое возможно? Короче говоря, долго шли поиски, разбирательства, даже местного участкового приобщили, но результатов поиски так и не дали. И ответов на это загадочное исчезновение не было ни у кого. Деревня есть деревня. Пошли разного рода слухи, мол, что нечисть свою игру ведет, или что не захотел отец с матерью вместе лежать. А еще и того пуще, колдунам и магам их семью записали. Ох, и сплетен они огребли тогда. И вот однажды, по осени, прибегает одна деревенская бабка, вся в слезах, испуганная, того и гляди, сердце из груди выскочит. Чур меня, я по грибы пошла, а там это, могила, та самая, что полгода назад пропала, там она, в лесу. Ну, и они почти всей деревней, кто на чем, кто на повозках, кто на велосипедах, кто как мог, кто кому на хвост упал, в общем, погнали туда. Бабка им место показала. Когда они туда добрались, все замерли. И правда, стоит та самая могила с тем самым крестом, что мой прадед ковал. Он тоже там был, все своими глазами видел и подтвердил, что крест этот точно его работа.
как такое могло произойти, никто не знает до сих пор. Только могилу ту тревожить не стали. Все как есть оставили. Люди раньше очень суеверные были, побоялись. Но что самое удивительное, эта могила и по сей день там находится, во враге. Много что поменялось, но могила есть. Кованый крест, к сожалению, не сохранился до наших дней. Возможно, кто-то стащил, может, на металлолом, а может, еще куда, никто не знает. Но местные там деревянный поставили, говорят, так им спокойнее. Не должен покойник православный без креста лежать. Вот такая история. Если желаете, могу вам точку на карте отметить, где она находится. А позже они показали нам те самые кладбища, откуда исчезла эта могила. Только никто теперь уже и не помнит первоначального места захоронения. Да и кладбище уже не действующее. В общем, друзья, мы не знаем, правда это все или просто местная легенда, утверждать не беремся. Но, как говорится, за что купили, за то и продаем. Хотя звучит все очень правдоподобно. Также мы нашли информацию в интернете о блуждающих могилах. Вы можете пройти по ссылке, которая будет в описании под видео, и ознакомиться более подробно с этим удивительным и загадочным феноменом, который не могут разгадать и по сей день даже научные умы. Ну а мы продолжаем и предлагаем вам окунуться вместе с нами в тот лес и его загадочную атмосферу. Итак, друзья, ну вот мы и собрались в тот лес, про который мы вам чуть раньше сказали, когда были на кладбище. Вот сейчас нам нужно дойти до него. Здесь проехать практически невозможно. Здесь идет дорога, но она идет в населенный пункт, точнее вот в ту деревню. А лес он находится в другой стороне, и там нет ни дорог, ничего, поэтому придется нам идти пешком. Я хотела бы добавить то, что точку нам дали чисто примерную, и в итоге, скорее всего, нам в любом случае придется искать. Ну что, действительно, пожелайте нам, ребят, удачи. Мы постараемся найти. Надеемся, что наши поиски увенчаются успехом. Да, друзья, и если мы найдем это место, ну я думаю, что найдем, то мы планируем там провести все наши исследования и эксперименты. Да. Так что ждите, будет всеми любимая Kinect-камера. Друзья, мы, что-то немножко то ли сбились с маршрута, то ли что, непонятно. Но мы сейчас вообще тупо в дебрях. Сами видите. И вот там какой-то домик. Непонятно, что за домик. Где? Точно. Блин. Здесь вообще я не знаю, как пройти. Здесь дерево упало, походу. Да, вокруг. Это пипец, друзья. Вообще нам нужно вот туда. Но мы хотим все-таки зайти, посмотреть, что здесь за домик такой. Просто интересно. И очень любопытно. Где? Нет. Я не слышу. Не слышишь? Нет, что? Пошли. Хруст какой-то, да? Ну, осторожно, крапива впереди. Да, я вижу. Там вообще заросли крапивы. Я не знаю, как здесь проходить вообще. Слушай, ну так включись пока.
Так, друзья, да, я пока отключусь, потому что, посмотрите, вот сейчас просто... Просто наведи на меня или на себя. Да, посмотрите, видите, какие здесь заросли? Жесть. Вообще. Ладно, мы Выше нас. пройдемся, да. Попробуем, если пройдем, то включимся, если нет, значит пойдем дальше. Нам вообще никто об этом домике даже не говорил. И вообще, ну короче, наш маршрут, как я уже сказала, туда. А домик какой-то здесь. И вот вы мне объясните. Посмотрите, лес дремучий. Что здесь делает один единственный домик? Кто интересно здесь жил? Слышишь? Это жуть. Офигеть. Давай только не останавливаться, реально. Потому что выглядит просто эпично. А еще небо не... Немножко заволокло. Глухой лес. Нормально? Вот сюда. Все, давайте я с тобой. Ух ты. Что, закрыто? Закрыто? В смысле, заперто, что ли? Либо заколочено. Непонятно. Слушай, блин, у меня в машине монтировка осталась. Хорошо, ребят, такая идея. Мы возвращаемся в машину, берем монтировку при условии, если вы поставите, если это видео наберет 500 лайков за неделю, то есть мы идем за монтировкой, скрываем эту дверь, ищем историю про этот домик. Ну да, я думаю, местные хоть что-то должны же об этом знать. Но он Неужели один вам не единственный здесь, Да. в глуши лесной. Поэтому, если вам интересно, ставьте 500 лайков, и мы сюда вернемся. Что же здесь за тайны хранятся? За этой дверью. Друзья, так как у нас немножечко сейчас другие планы, мы идем в другом направлении и на другие съемки, поэтому задерживаться мы здесь не будем. Ну а вернемся мы сюда или нет, как мы уже сказали, все будет зависеть от вас. Итак, все в ваших руках. У вас есть неделя. Ну что, мы все еще идем. Сейчас останавливались, немножко перекусили, но мы... Ух ты, жук пролетел майский. Да. В общем, мы уже не так далеко, судя по карте. Где у тебя это место? Давай посмотрим. Сейчас. Мы не знали дальше, какая дорога, но в принципе могли бы и на машине. Дорога так вроде более-менее, честно говоря, побоялись. Вот. Везде в округе, видите, лес. Просто вокруг. Ой. Сейчас. Сейчас загрузится. Здесь вообще интернет почти не ловит. Блин, да. О. Сейчас. Вот, ну-ка. Метка вот здесь. Вот метка у нас. Блин, плохо видно. Красная точка это мы. Угу. А нам вот туда. Окей, пошли. Пойдем. Что касается блуждающих могил, есть же некоторые статьи, Вот. есть некоторые факты, Я и об как этом бы хотела сказать. Да. да.
И поэтому я не знаю, но никто пока это объяснить не может. И как это вообще происходит, даже с научной точки зрения, непонятно вообще. Ну да, факты-то есть ведь. Факты есть, но как это происходит, неизвестно. Вот и нам это интересно, как бы. Если кто-то из вас слышал об этом, расскажите, пожалуйста, в комментариях. Нам очень интересно. И сталкивались ли вы с этим? Был ли у вас такой случай? Пожалуйста, пишите, это очень интересно. Ну, просто это, как сказать, вот для нас это очень удивительно, что нашлись такие люди, которые нам написали и сказали: приезжайте, мы вам расскажем интересную историю про блуждающую могилу и даже покажем. И вот нас это действительно очень заинтересовало. Мы сразу полезли в интернет, нашли статью, что действительно такой факт существовал. И вот видите, как получилось. Но правда это или нет, опять-таки, друзья, мы вообще не беремся утверждать ничего не да, будем, потому да. что, ну, как бы мы в это не верим. Вот лично я нет, но я думаю, все-таки склоняюсь к тому, что это никакая не блуждающая. Ну, посмотрим. Что, мы остановились, идем, да. Смотрите, какая луна. Сейчас я вам ее покажу. Покажи. Так. Просто рой. Вообще. Комаров немерено. Леса. Сейчас меня съедят. Надо побрызгаться. Так, ладно, мы останавливаем съемку, побрызгаемся и идем дальше. Да. Нам сказали, что это находится где-то в небольшом овраге. Вот. Честно говоря, уже почти стемнело, и языком мы обратно вообще пойдем. Так, я пока ничего не вижу. Ни оврагов, нифига. Пойдем. Туда, айда пошли прям, пройдем. Может, вот за этой кучкой. Блин, трава уже мокрая. Роса. У меня ноги уже насквозь. У меня тоже. Что-то мы не так обулись. Ну да. Сыро. Сыра. Ой, очень хочется сыра. Что-то здесь... Подожди. Погоди, здесь что-то вообще... Да нету, тут уже поле. Там поле. Погоди. А вон там что-то кому-то это. Сейчас, друзья, мы обойдем хотя бы. Я просто не знаю, в каком направлении идти. Слушай, ну пока Ну, вот это показывает кучка вот за деревьев, да, этим деревом. Вот за этим вот. Ладно, сейчас мы поищем и включимся. Так, походу мы нашли этот овраг. Ну, тут идет как раз спуск. Да, здесь какой-то спуск. Ну, как он нанес эту точку? Овраг же здесь. Я не понимаю. А где он нанес точку? Ну, где-то вот здесь, он туда за деревьями в поле. Не знаю, овраг. Вот, ну он примерно, наверное, поставил. Блин, здесь ноги сломаешь. Да, вот овраг. Где-то здесь искать надо. Ого, нифига себе. Фу. Где? О! Вот она. Вот она. Вот она. Таня. Вот она. Блин, жесть. Нифига себе местность. Слушай, ну здесь такие эти... Да, конечно, ее никто не проверяет. Во-первых, ее здесь не найдешь. Просто так. Посмотри, Там вот такие обратно. овраги. Вот оттуда мы пришли. Покажи. Да, вот отсюда мы пришли. А там еще один овраг. Слушай, так может здесь реально что-то было. Я уж туда не пойду, но там еще овраг. Блин. Ладно. Вот она. Да, смотри, она реально прям могила. Офигеть. А вон там что такое, кирпич, что ли?
Нет, подожди, вот это. Он лежит, где-то табличка лежит, Тань. Или нет? Да, там, по-моему, что-то написано. Да? Аккуратно, пожалуйста, не наступай. Ты что-нибудь видишь? Нет. Пол. Пол. Какие-то цифры. Блин. А ее почистить, если эту табличку? Это что, что я не хочу? Ты что? С ума сошла? Ну, как бы я тоже. Ребят, мы, наверное, сейчас проведем эксперимент с кинокамерой. Запишем тишину, пофотографируем. И, ну, все как обычно, в общем. И пойдем, потому что уже темно почти. А нам еще обратно возвращаться. У нас что-то, как не съемка, так лес, и так обратно возвращаться. Фу, ладно, все. Я очень устала. Сейчас. Ой, здесь так стрёмно. Мне так интересно, а что же здесь, откуда взялась эта могила? Неужели она действительно блуждающая? Знаешь, она тут одна. Так вот и Где мне какое здесь интересно. кладбище? Ну честно, какое здесь кладбище? Ну, Тань, здесь какой-то как провал. Не знаю. Здесь Причем их такой зал. два вот оврага. Этот. Слушайте, кукушка. Это точно кукушка? А, да. Капец. Я все-таки больше склоняюсь к тому, что здесь что-то произошло, и просто это место. Хотя здесь могила. Вообще не знаю. Меня что-то такая жуть берет вообще. Еще обратно идти. Глючит. Да. Ну, погоди. Там одно окошко не работает почему-то. И сейчас Техника сбивается. Уже не очень. так, Не есть хорошо. здесь поймал. О, Сейчас погоди, я через другую. Если через это работает, значит через это должно. Не бывает, что. Техника есть техника. Сколько раз наблюдала, что если что-то не то, ну, заработало. техника начинает глючить. Да. Вот, на меня, в принципе, я навела. Так, Но здесь ничего нет. Пока еще ничего нет. ты встань, чтобы тебя было видно, чтобы тебя поймала. Да нет, оставь ее, иди встань. Я что, Я туда встану. вставать, что ли, должна? Нет, на камеру, ну, чтобы тебя поймала. Просто она же должна поймать, ты рядом встань. Может, он по красному поймать? Не видно? Нет, пока. Сейчас видно. Да, тебя поймал. Угу. Крест нет. Так. Ну, видно, что старая. Угу. Подожди, я в инфракрасный переведу, ладно, режим. Так. Здесь ничего не видно. Здесь ничего не видно. Комар только. В принципе, вся картинка вот маленькая. Угу. Собственно, все.
правом верхнем углу все видно. Деревья те же самые, да? Угу. Я сейчас пройдусь по всем этим. Ничего. Ничего. Наведи еще раз на крест. Сейчас крест. Надо поближе еще подойти. Я просто не вижу обзор. Ну что делать? Вниз, вверх. Чуть-чуть вниз. Еще вниз чуть-чуть. Так. И поближе к ноге. Еще вниз. Блин. Да нет, меня кусают. Не, ничего нет. С одной стороны это успокаивает. Ну да. Либо там никого нет, либо, ну, слишком, да, старое захоронение. Очень. Ну, ты знаешь, не каждый, ну, мы с тобой уже, по-моему, Ну виделись, да. не каждый раз что-то, какая-то энергия остается и Слушай, ну ничего нет вообще. Да, вообще тихо. Вообще тихо. Вот хорошо. На ствол дерева наведи еще. Может, где-то тут. Тут вокруг меня. Здесь очень Мгм. просто все низко. Наверх пойду. Так. Ну, ничего. Мгм. Сейчас меня это немного успокоило. Блин, мне в принципе здесь стрёмно находиться. О, есть. Я не знаю, что это. Куда он показывает? Это что такое? Посвети туда, пожалуйста. Куда? Не знаю, вот сюда куда-то. Вот сюда. Там ничего нет. Там только... Да блин. Сейчас. Все еще там, посмотри. Куда он тут? Все исчез. Прикинь, исчез. Здесь горка, видишь? Просто горка. Здесь ничего нет. И его уже нет, он пропал, да? Если честно, я тоже. Пройди еще круг. Если не появится, запишем тишину. Меня комары съели. Наведи. Нет, наведи, постой, посмотрим. Ты вот сейчас на это же место навела, да? Ничего нет. Вообще ничего нет. По кругу теперь пройдись. Может, он здесь просто гуляет. Ну, по креста никого. Еще раз туда. Что там будет такое? Ничего нет. Левее сделай или правее. Вот здесь. Да, нет, дальше. Дальше. Где-то вот тут, где горка. Нету? Бесполезно уже, Тань. Не появится. Тоже На какое-то время это бесполезно. Это сколько раз проверяли. Ну, чуть-чуть появляется и исчезает. Если что-то очень давнишнее. Энергетика очень слабая. Да, кстати, уже не первый раз такое. Когда энергетика слабая, вот просто буквально секунду и все. Нету. Нет. Ладно, сейчас запишем тогда тишину, пофоткаем. Угу. Давай. Все. Мгм.
выключаемся. Собирай пока все. Ну что здесь такое может быть? Здесь ничего нет, здесь просто горка. Ничего вообще. Не знаю. Что это было? Так, сейчас мы послушаем тишину. Тишину, да. Да. Все, поехали. У меня уже на камере садится Да, батарейка. там уже все почти. Достаточно. У меня вообще батарейка Всё. все уже почти. У меня все время на чем-то фокусируется, непонятно. Я тоже сюда фокусирую. Всё. Так, теперь надо... Остались поставить фотографии, и я отключаюсь, потому что батарейка уже все на исходе. Моя камера в рюкзаке, но ее сейчас доставать, я ее чуть попозже достану, сейчас пофотографируем. Ну, насколько хватит, оставь, потом Мгм. я свою достану. Хорошо. Так, отключаем, наверное, знаешь что? Свет. Свет. В темноте В сделаем. темноте. Вау. Вау. Капец, около креста орбов вообще жесть. Хопа уже нет. Да ладно. Но у меня в камере вообще ничего не видно. Естественно, тут уже потемнело. Получится у меня, не получится. Здесь вот луна. Если ее видно. Все, уже совсем скоро темно будет. Давай уже. Я отключаюсь. Ой, мы решили сделать небольшое включение. Слушай, я ничего не вижу, да, остановимся. Давай. В общем, друзья, у Тани села камера, мне пришлось достать свою. Ну, это хорошо, что еще Хорошо, что запасная, да. В общем, мы еще идем. Правда, нам осталось, ну, не так уж далеко. Очень до машины. надеюсь, да. У меня и на телефоне тоже батарейка Да. садится. Там сзади везде темень, ну хотя бы я очень рада, что есть здесь дорога. Вот мы идем по дороге, а не по дебрям лесным. Это радует. Ну, в общем, что сказать? Слов нет. Слов нет, мы Мы устали, умотались. Мы уже очень хотим домой. ноги стерты. Да. Ну а что, куда деваться-то? Мы любим приключения. И Друзья. продолжим, да. Продолжим наш путь Да. в направлении дома, к машине. Пожалуйста, мы очень старались, друзья, за наши старания. Ну, хотя бы плюсик в комментариях поставьте. Пожалуйста. Ну и лайкните, если не сложно. Мы вас Спасибо. очень любим, да. Еще хотелось бы добавить, что, ребят, спасибо тем, кто досмотрел этот ролик до конца. Но, пожалуйста, не уходите, потому что будут материалы, все самое интересное дальше. Ну, конечно, там будут результаты
с тишины, с диктофона и фотографии. Надеюсь, что что-то получится. Если оно получится, То вы это увидите. конечно. Ну а мы двигаем. Да, Дальше. двигаем дальше, идем в Встр- машину. Да, встретимся, наверное, в машине, что ли. А вот послушай, какая тишина вообще, не ветринки. Вообще. На самом деле, когда вот мы только шли туда, к этой вот могиле, ну я как-то думала, что это ерунда, там все такое. Но придумали себе эти местные байку и как бы мотыльки. Это уже такой смех. Это уже от усталости, Да. да. В общем, я думала, что на самом деле, ну так ерунда. Вот когда мы туда пришли, вот на самом деле стемнело же уже, и вот такая атмосфера там гнетущая какая-то, и там холодно. Кстати, да, там Ну, очень конечно, сыро. низина, но Да. Мы вот холодно. сюда вышли, здесь гораздо теплее. Здесь даже трава сухая, смотри. Да. Ноги, У меня ноги конечно. все равно еще мокрые. Здесь даже трава сухая, там вообще. Да. Так что, друзья, никуда не ходите, особенно по ночам, особенно по лесам. Да. Для этого существуем дорожкам. мы. Да. Лучше смотрите, что Нас. снимаем мы. Да. И, конечно же, конечно же, Ничего. ничего. Спасибо вам Спасибо за вам. просмотр. Да. Мы вас очень Мы любим. очень вас любим. Всех обнимаем. Всех и каждого отдельно. Да. Ну все, друзья. До Пойдем новых встреч. к машине, да. Если мы удачно добрались до машины, значит вы видите это видео. А если нет? Значит, они не увидят это видео. Логично. Ну все, друзья, пока. Давайте. Пока. Счастливо. До новых встреч. До новых встреч. И вы у нас Лучшие. Пока. Пока. Thank you.